Добрый день! В этом мастер-классе я хочу вам показать, как можно слепить вот такую вот садовую примулу, весенний цветок. Начинаем мы наш цветочек с серединки. Нам нужно сделать вот такую вот трубочку. Для этого я взяла 24-ю проволоку и не очень яркую зеленую глину. Ее нужно будет совсем чуть-чуть. Наносим клей, накатываем. Вот так, чтобы вот здесь у нас была проволочка, а здесь было свободно. И теперь при помощи дотса мы делаем такое вот углубление. Вводим его туда и немножечко раскатываем, чтобы у нас получилась вот такая вот трубочка. Для цветка нам понадобится желтая глина, естественно. Можно даже, знаете, взять лимонную. Вот такой цвет лимонный есть. Раскатываем его. Вот спрашивают иногда, чем я пользуюсь. Это вот файл, папочка со скоросшивателем. Можно это сделать на пастомашине, можно так. И теперь у меня вот такой вот есть формочка. Это для печенья. Вот такая форма будет. Проблема в том, что немножко вот, когда вы делаете, вырезаете при помощи инструмента, могут быть вот такие вот заусеницы. Их нужно, пока глина сырая, придавить, ну, то есть выровнять, чтобы их не было. Потому что потом это будет некрасиво, когда они высохнут. Можно, конечно, и после этого убрать их, но это будет сложнее. И здесь один момент. Посередине на наш этот цветочек мы приклеиваем шарик небольшой. Вот примерно такой. И заглаживаем пальчиками. Пока глина сырая, ее можно не замывать. Она хорошо распределяется. И теперь я его буду немножко разрезать еще. Сюда, но чтобы наши лепестки, они были отдельно друг от друга. Так. И здесь я бы даже рекомендовала раскатывать его зубочисткой. Ложим наш лепесточек и раскатываем. Вот видите, у нас здесь выступы такие, как сердечки. Мы раскатываем в эту сторону и в эту сторону. И у нас от зубочистки получается здесь небольшая такая фактура на цветочку. И продолжаем. Закладываем и раскатываем. Теперь можно его немножко подтонировать, то есть саму серединку желтой пастелью нанести, саму серединку покрасить. И вот такими движениями по лепесткам пройтись.
У меня такой инструмент, это тоже для кондитеров. Мы делаем серединку. За счет вот этого шарика, который мы здесь сделали, будет углубление и вот такая серединка для нашего цветочка. Теперь нужно вставить ранее раскатанную трубочку. Наносим клей. И вот здесь прижимаем. Теперь можно переходить к чашелистникам. Для них мы берем глину уже понасыщеннее зеленого цвета и будем делать чашелистники. Катаем каплю. И разрезаем ее на 4 части. Напополам. И вот эти 2 части снова напополам. И при помощи зубочистки нужно немножко раскатать. Здесь можно сделать углубление, просто потому что удобнее будет одевать на наш цветок. Снова промазываем клеем. Можно сразу вот здесь обкатать небольшой участок. Вот так. Теперь на всех 3 цветочках это нужно сделать. Когда наши цветочки будут готовы, их можно собирать в веточку. Это обычная садовая примула. Она отличается вот такими мелкими цветочками, вот, которые выращивают декоративные, да, у них побольше граммофоны эти, у них цветы бывают таких розовых, сиреневых окрасок. А обычная садовая, она бывает желтая, белая, может еще какая, не знаю, поправьте меня в комментариях, если я не права. Но я не видела вот маленькие такие, кроме как белые и желтые. Так, собираем веточку. Теперь обкатываем вот такой вот участочек, наверное. Они не очень высокие, поэтому вот примерно такого участка будет достаточно. После того, как у нас стебель будет готов, на месте соединения цветочков можно сделать маленькие такие тоже чашелистники из зеленой глины. То есть совершенно малюсенькие они. Раскатываем немножко. Вот так. И приклеиваем, замывая при этом стык. И остались нам листочки. Покраску таких листочков примул я показывала в маргаритке. И теперь тоже с помощью этой ленты производим сборку.
Распрямляем наши листочки. И вот такой цветочек у нас с вами получился. Их можно сделать отдельными цветами, можно сделать частью композиции. В любом случае это весенние цветы, которые нас радуют, приносят весеннее настроение в любое время года. На этом все. Пока.